Hello, this is Muse. Во время испытаний гитарной установки для этого шоу Мэтт оставил без света итальянскую деревню вокруг своего домика. Обожаю Инвинсибл. Магическое. Не знаю, кто еще так художественно выжимает максимум из инструмента, заставляя его рычать, свистеть, визжать, звенеть и выстреливать нотами в темпе пятирукого пришельца. Одно из главных орудий нашего воина – магическая деревяха, подчиняющая толпы. Впечатляет то, насколько разнообразно может звучать гитара даже в рамках одного шоу. И каждый из этих звуков для каждой отдельной песни Беллами подбирал в своей алхимической лаборатории студии. Как именно он это делает, почему, где истоки этой его прекрасной мании, я попробую разобрать дальше. А пока нарезка лучших образцов. И это нарезка из одного выступления. Перед самым началом Simulation тура парни собрали зальный концерт, где сыграли, кажется, все свои главные хиты с самых ранних времен. Чтобы успокоить своих фанов, мол, мы не ушли в электронику, захотим и взорвем зал 3 инструментами, как и прежде. Есть даже пример одной песни, где Маттео уместил, кажется, все известные ему техники в одном соло. Снимали двое, я и Мэтт. Плюс разбор гитарной партии от неких сумасшедших энтузиастов. Посмотрите, сколько разных техник поднотно вписано в песню.
Поначалу Мэтт был более импульсивным и менее умелым исполнителем, и недостатки своей техники он успешно компенсировал экспрессией. Это было одним из важных открытий от прослушивания гранж-исполнителей, которыми он увлекался в детстве. Посмотрите, как он сначала убаюкивает, а потом взрывается, но остается в рамках общей гармонии. Зачастую соло переходили в какие-то личные разборки с гитарой и звуковыми техниками. Это еще повезло. Беллами известен своим рекордом разбитых гитар, счет потерян на 2 или 3 сотнях. С первых концертов парни разносили сцену или от недовольства аппаратурой, или от счастливого куража, в общем, почти всегда. От действий Мэтта страдали не только гитары, но и комбики, собственное лицо, и пару раз Доминика не спасла его барабанную установку. В остальное время он относится с ними гораздо бережнее. В студиях эпатаж вообще ни к чему, здесь гитары наперечет, и он занят другим. Он часами добивается звучания, как во времена Джо Мика, продюсера группы Tornadoes, где играл отец Мэтта Джордж. Oh, don't start that again. Bum-titty-bum, twang, twang, twang. Right, keep playing till I say stop. Sci-fi. В группе отец не только исполнял, но и писал песни.
Вот, например, прародитель одного главного стадионного хита группы, который, впрочем, вполне открыто посвящен отцу и вдохновлен атмосферой спагетти-вестернов. Знаете? Глубоко личная вещь о цикличности цивилизации, поколении отцов детей и, видимо, закрытии сыновьих гештальт. Британцы Торнадос известны своим главным хитом Telstar, который в свое время достиг первого места в хит-парадах США за счет необычного звучания и актуальной повестки. Да, к слову о совпадениях. Американцы тогда запустили свой спутник-ретранслятор, что вдохновляло многих, включая Джо Мика. Satellite, miracle of science. It picks up invisible rays from the other side of the world, then it beams them back to Earth. Like the ether. Yes, like the ether, but it's science. А еще в честь американского спутника назван официальный мяч чемпионата по футболу в России. Тут никаких теорий заговора уже не хватит, Мэтт, выручай. Right, so we lift off. Do 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 do. Then we go up to space. It's definitely a UFO. Let's get the Jean-Michel Jarre like laser, you know, do the laser arm. Do 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 no do. That's it. It's a clavier low line. Oh, I like it. Oh, I like it. Проводить массу времени в студиях и дотошно работать со звучанием, искать то самое – это личный пунктик Мэтта. Отец им наверняка доволен. Ведь именно он исполнил несколько блюзов Роберта Джонсона, и мир для мальчика тогда перевернулся. Это был первый случай, когда музыка зацепила его по-настоящему. Как видим, не бесследно. Мэтт говорил, что нашел в ней нечто одухотворяющее. Ритм и сама идея импровизации для человека, с трудом подчиняющегося порядкам и не усиживающегося за нотной грамотой. В отцовской коллекции пластинок он откопал и записи Рэя Чарльза, второй главный инициатор увлечения музыкой. И мальчик часами тренировался. Его восхищал стиль слепого фортепианного гения. Он подбирал на слух эти композиции, достигая небывалых технических высот для своего возраста. Но самой мощной из написанных людьми композиций Мэтт считал «Реквием Берлиоза». Так он открыл для себя, каким эмоциональным влиянием может обладать музыка. Но как типичный подросток 80-х, он не мог обойтись без других пластинок. На концертах этих ребят, например, Мэтт отрывался и мечтал когда-то тоже венчать главную сцену музыкальных фестивалей. Ну тут вполне типично для рубежа 90-х. Этот альбом стал поворотной точкой в жизни Мэтта. Он понял, что музыка может включать в себя насилие, быть эксцентричной, опустошительной, но одновременно мелодичной и глубокомысленной. А может стать избавлением, дав выход большинству волнующих и терзающих его эмоций. Рахманинов. Эмоциональная, но технически сложная музыка. Самый роковый композитор, как называл его Мэтт. Не раз в своих песнях он вдохновлялся и цитировал напрямую.
Брат ставил Мэтью The Smiths, и ее отзвуки тоже отпечатались в ранних песнях группы. Самое удивительное, что при этом он все еще ни разу не держал в руках гитару, вместо этого удачно имитируя эти несопоставимые стили, рок, фламенко, классику и гранж на своем домашнем пианино. Потом уже, освоив гитару, он так и продолжил по привычке и смешивать, и взбалтывать. Например, почему бы в конце песни внезапно не вплести восточные мотивы. Или почему бы вовсе не вывернуть наизнанку знаменитый проигрыш? Почему бы, не знаю, между делом не слабать испанский кавер на классику рока? Иногда даже не хочется ограничиваться одной темой внутри отдельной песни, и получается шикарный способ отразить все 5 стадий принятия. Кстати, Citizen Erased — это 7 минут, которые могут вас исцелить. Попробуйте как-нибудь. Чтобы каждая композиция имела свой неповторимый характер, Беллами смешивает не только жанры, но и звуки, находясь в постоянном поиске новых звучаний и новых инструментов. Он выжимает максимум из оборудования и звукорежиссеров. It might be slightly sharp, you know, slightly bright still. Yeah. On the presence, and again, just a tiny bit too distorted. Чтобы достоверно исполнить некоторые свои фантазии на живых выступлениях, подчас ему требуются специальные гитары, выполненные на заказ. К счастью для фанатов-староверов, панель эффектов иногда отказывает. Тогда можно быстренько симпровизировать обычное соло. Особые инструменты ждут и Криса, а также утомительный поиск того самого звука. Let's just get around a campfire and be creative. Doesn't work like that at all. Everyone fucking goes to their separate studios and does what they do best. That's how films get made. Uh-huh. Incorrect. Fucked. Студийными экспериментами все не ограничивается. Каждый из эффектов, может быть, и был сыгран вживую, даже дабстеп.
Это то, что меня примирило и с дабстепом, и даже с, как показалось, автотюном для голоса. Когда вышел клип на Break It To Me, подумал, ну дожили. А нет, все сам. И даже это заковыристое студийное соло тоже все ручками оказывается. Или на крайний случай голос. Бывают случаи, когда одной гитары мало, когда вообще гитар недостаточно для всех музыкальных оркестровых амбиций.